Здравствуйте всем! С возвращением на этот канал. Сегодня мы разберем то, что на первый взгляд может показаться простым, но на самом деле вызывает бурю вопросов и чувств, которые невозможно игнорировать. За последние несколько дней череда интервью и активность участников раскрыли интригующую динамику не только в том, что видно, но и особенно в том, что остается невысказанным. Происходят спонтанные реакции, смена перспектив и небольшие моменты, которые вдруг окажутся гораздо более значимыми, чем слова. И посреди всего этого вихря снова всплывает одно имя – Тэхьян. Давайте разбираться вместе, без домыслов и преувеличений, а лишь соединяя факты и позволяя правде говорить самой за себя. Момент интервью. Желание, возвращающее воспоминания. Недавно Чунгук активно давал промо-интервью в преддверии нового сезона Are You Sure? Однако среди всех его заявлений есть один момент, который выделился и открыл простор для самых смелых интерпретаций, не только из-за его ответа, но и из-за последовавшей за ним реакции. На вопрос о том, что бы он хотел попробовать еще раз в жизни, Чунгук, не раздумывая, ответил: он хотел бы снова прыгнуть с парашютом. Примечательно, что его первый опыт скайдайвинга был с Тэхьяном. Он упомянул об этом так естественно, без принуждения, без драматизации. Это был важный для них момент, и он хотел его повторить. Реакция Чимина на этот ответ заслуживает внимания. Его выражение было очень ясным и почти рефлекторным, как будто он совершенно не был в восторге от такой экстремальной идеи. Эта реакция становится понятной, если вспомнить эпизод Run BTS, когда им нужно было прыгнуть с большой высоты. Несмотря на свою боязнь высоты, Тэхьян осмелился попробовать вместе с Намджуном. Чимин же, как и Шуга, категорически отказался. Ретроспективно это объясняет, почему Чимин выглядел отстраненным от идеи экстремальной активности, высказанной Чунгуком. Отвлечение, холодный промоушен и тихое убежище. Еще одна деталь, привлекшая внимание поведения Чунгука в интервью. Иногда он казался отвлеченным, физически присутствовал, но мыслями был где-то далеко. Даже когда говорил Чимин, Чунгук, казалось, был погружен в себя. Кроме того, на той же неделе Чунгук провел несколько личных прямых эфиров. Однако он ни разу не упомянул Are You Sure? Он не обсуждал процесс производства, не призывал фанатов смотреть, не сделал даже малейшего промо-комментария. Он просто занимался своими повседневными делами. Играл в игры, слушал музыку, пел и спокойно ел дома. Его поведение было чрезвычайно расслаблено, как будто у него не было никакой заинтересованности в продвижении этого проекта. В отличие от него, Чимин прямо упомянул шоу в одном из своих эфиров, что подчеркивает разницу. Со стороны шоу ощущалось как промо-повестка компании, в то время как Чунгук, казалось, относился к нему как к единичному проекту, который он не намерен активно продвигать в своем личном пространстве. Еще один спорный момент возник, когда часть джигук-шиперов предположила, что Чонгук избегал смотреть на Чимина из-за нервозности. Однако для фанатов, которые лучше понимают Чонгука, этот аргумент рассыпается. Невозможно, чтобы Чонгук нервничал перед товарищем по группе, которого он знает много лет. Напротив, его отношения с Тэхьоном ощущаются иначе. Тэхьон понимает его естественно, без давления, без манипуляций и без эксплуатации их связи ради имиджа. Поддержка Тэхьона ощущается постоянной, даже в самых незначительных мелочах. Вот почему, когда Чонгук однажды назвал Тэхьона своим «тихим убежищем» «safe haven», это была не просто красивая фраза, а слова, основанные на реальном опыте. Аутентичность Тэхьона. Пауза от сценария. С другой стороны, недавний влог Тэхьона из Лос-Анджелеса – один из самых завораживающих за долгое время. С первой же секунды становится ясно, почему его очарование так сильно. Тэхьон сочетает стиль, уверенность и естественность в одном кадре. Нет чрезмерных усилий, чтобы выглядеть идеально, и именно это делает его таким притягательным. Одним из самых обсуждаемых моментов во влоге является сцена, где Тэхьон демонстрирует свои физические способности с командой SDT. Он выглядит сосредоточенным, решительным и преданным делу. Эта сцена не только показывает его дисциплину и тренировки, но и раскрывает его более честную и открытую сторону. Фанаты ценят это, потому что это разрушает предположение о том, что все в его жизни спланировано компанией. Тем временем в социальной сети возникла критика, не столько из-за содержания самого влога, сколько из-за сравнения его с другими программами, в частности с Are You Sure? Некоторые обвиняют стиль влога Тэхьона в копировании трендов других артистов. Однако эти сравнения безосновательны, если понять разницу. Личные влоги, как у Тэхьона, рождаются из спонтанности и свободы, в то время как Are You Sure? Это шоу с определенным сценарием, форматом и ограничениями. Многие фанаты заметили, что некоторые сцены в новом сезоне шоу напоминают моменты из Run BTS, но когда Тэхьон и Чонгук
делят экран, энергия ощущается иначе, более свободно, более спонтанно и более реально. Их контент не нуждается в жесткой структуре, чтобы быть интересным. Сила влогов Тэхёна заключается в его аутентичности. Он просто показывает свою жизнь, тренировки, повседневную рутину и исследования города без сложных сценариев или попыток создания образа. Многие фанаты считают, что этот стиль напоминает моменты прошлого между Тэхёном и Чонгуком, когда их взаимодействие было естественным и искренним. Последовательный паттерн – язык тела, который не лжет. Хотя Чонгук не появляется в этих влогах, присутствие Тэхёна возвращает нюансы, которые часто ассоциируются с их динамикой. На протяжении многих лет фанаты Тэхёна замечали четкий паттерн. У Чонгука и Тэхёна уникальная динамика. Дело не только в том, как они смотрят друг на друга, но и в том, как часто, как автоматически и в каком контексте это происходит. На камеру, за кадром, даже когда нет видимой причины. Удивительно, но Чонгук не использует этот негласный стиль общения ни с кем другим, но с Тэхёном его жесты автоматические. То, как он следит за Тэхёном глазами, то, как он прикасается к нему без видимой причины, или то, как они приближаются друг к другу, когда никто не смотрит. Этот паттерн слишком последователен, чтобы быть совпадением. Двойные стандарты распространены в фандоме. Когда Чонгук и Тэхён демонстрируют теплые или интенсивные отношения, это часто критикуется, преувеличивается и негативно анализируется. Но когда подобное взаимодействие происходит с Чимином, многие поддерживают его, даже хвалят его. Будто одно и то же действие имеет разное значение в зависимости от того, кто его совершает. Важно спросить, действительно ли все видят одно и то же, или личные предпочтения влияют на интерпретацию. Речь не о том, чтобы сравнивать отношения или создавать конкуренцию между участниками группы. Речь идет о том, чтобы признать то, что различия в реакции фандома проистекают не из взаимодействия участников, а из того, как аудитория предпочитает их истолковывать. Вместо того, чтобы преувеличивать или навязывать определенный нарратив, разумнее видеть вещи такими, какими они есть. У Чонгука и Тэхёна отношения с особым ритмом и языком тела, уникальные, последовательные и осязаемые. И хотя каждый волен интерпретировать это по-своему, игнорировать эту близость становится невозможным, когда этот паттерн очевиден на протяжении всего их совместного пути. В конечном счете, каждый момент, каждый жест и каждое невысказанное слово возвращают нас к одному. Отношения участников — это не просто контент, не просто проект и не то, что может контролировать фандом. Они растут вместе, меняются вместе и все еще несут следы прошлого, которые невозможно стереть. Чонгук со своим рефлексивным молчанием, Тэхён с его естественностью и постоянством, и динамика между ними показывает, что некоторые вещи остаются прежними, несмотря на время и меняющиеся обстоятельства. Возможно, мы никогда не получим прямого ответа, но иногда самое честное — это то, что остается невысказанным. И, возможно, именно здесь и живет настоящая история. Не в официальных заявлениях, а в маленьких моментах, которые кажутся реальными, пронизительными и никогда не поблекнут.